Здравствуйте, друзья! Хотел бы вам представить очередной урок по Three.js, в котором мы немножко поверстаем и чуть-чуть покодим на WebGL. Что в нем будет? Значит, я вам покажу, как я создал несколько экранов для того, чтобы мы имели возможность прокрутить страницу, ну хотя бы 2, 3, 4 там, экранов, может быть 5, чтобы наша модель Three.js-овская, WebGL-овская, блендеровская, GLB-шная могла иметь возможность каким-то образом крутиться в разные стороны, с разной логикой, может быть, перемещения. В смысле, то в одну сторону, то в другую, может быть, только в одну сторону, допустим, поворачиваясь по часовой стрелке, может быть, против часовой стрелки, но я еще подумаю, как это все реализую. Ну и вот такой вот будет небольшой, наверное, может быть, большой урок сегодня, поэтому не переключайтесь. Итак, друзья, прежде всего я бы хотел обратить ваше внимание на то, что предыдущий код имел вот такой вот вид. Сейчас чуть увеличу. Но дело в том, что авторы библиотеки почему-то решили выпилить вообще вот эти вот примеры JS-овские, как они написали у себя. И теперь приходится немножко мудрить. Значит, в первую очередь необходимо вам будет скопировать вот эти вот файлики все. Сейчас я покажу откуда куда. Значит, заходим в Node Modules. Ну, как вы видите, я сейчас здесь вот WebGL, Learn Test, Three.js Webpack Starter, потом Node Modules и ищем 3. Вот, допустим, вы нашли 3, да? Потом папка Examples, Libs и Draco. Вот эту папочку необходимо копировать и вставить в папку Static. В ней, в общем, надо создать папку с названием JS. В этой папке должна лежать, вот так вот вставляем сюда, вставить папку, Draco это. Теперь, когда вы будете загружать свой код, ну и, соответственно, здесь в коде нужно это поменять. Теперь, когда вы будете загружать свой код, все будет работать, а до этого, получается, не работало, потому что ребята удалили с GitHub исходники. Четкие типы, конечно, вообще. Вот. Еще раз смотрим, где это у меня тут лежит. Получается, тынсь, Мандалорец. В статике должна лежать папочка JS, в ней должна лежать папочка Libs. Ну, вообще можно ее полностью, можно только Draco скопировать. По сути, нам только это необходимо. Можно полностью, и, соответственно, когда вы будете публиковать свой проект уже непосредственно в продакшене, то вам необходимо будет эту папочку тоже вынести к себе. То есть, либо полностью JS Libs скопировать, либо JS Libs Draco скопировать. В общем-то, друзья, смотрите, чтобы нам создать с вами какую-то страницу, соответственно, у нас должен быть какой-то HTML-чик. HTML-чик можно писать прямо в индекс HTML, то есть, получается, вот этот Webpack Three.js Starter, он для этого очень хорошо подходит, потому что здесь есть непосредственно индекс HTML, в котором мы можем, собственно, писать сам HTML. Получается, вот этот код я сделал для того, чтобы мы с вами смогли сделать, ну, такой типа header, который будет навигационным меню вверху нашей страницы, и, возможно, он будет всегда висеть именно там, вверху. Посмотрим, что получилось. Как видите, код создался, но из-за того, что Canvas
ну сам именно канвас как бы имеет позиционирование фиксированное, то он располагается поверх навы, то есть если ему задать, допустим, position relative и z-индекс какой-нибудь там 2, то, соответственно, он будет находиться вверху. Ну, сейчас я, в общем, добавлю стилей сюда немножко, добавлю, может быть, немножко JS на обработчике событий, также добавлю соответствующие разделы, ну, непосредственно как бы в экраны, то есть это первый экран, да, это второй, третий, четвертый, пятый. Друзья, смотрите, здесь стандартный файл стилей, он модифицируется и подгружается как main CSS. Но так как я не буду ничего здесь особо менять, кроме z-индекса, который я поменял уже, то, соответственно, я его просто показываю вам, объясняю, что вот в этом файлике как бы находятся стили канваса, и закрываю ее. Ну, как бы здесь тоже можно убрать вот эту фигню, потому что она уже не нужна. Вот. И дальнейшие стили я буду просто писать в статике. Папка статик, папка CSS и файл CSS с расширением CSS. Теперь, получается, здесь я добавил для лога инвертирующий стиль, потому что само лого, оно здесь черного цвета, как видите. Ну, это просто белая заливка, так как это прозрачный PNG файл. Можно убедиться вот таким образом. Видите, он прозрачный. Вот. И дальнейшие действия, как бы, получается, файл стилей, так как он у меня находится в папке статической, я подгружаю через дата-атрибут, data-href, допустим, у меня. Почему? Потому что если я поставлю здесь просто href, даже пустой, то будет ошибка компиляции. И не знаю, с чем это связано, и как бы выяснять мне это не очень хочется, просто я использую обычную такую простую функцию, как перебор всех элементов, которые я подключаю, допустим, если будет несколько файлов стилей, и подставляю им уже асинхронно. То есть, когда загружается эта страничка, срабатывает JavaScript и подгружает здесь в хеде мне стили мои. Как вы видите, вот они получаются. А это уже скомпилированные стили, вот эти вот. Точно так же поступаю я с картинками, потому что если я опять же здесь поставлю source, хотя это нужно сделать, потому что так требует V3C стандарт, но его здесь нельзя поставить, потому что будет ошибка, даже если он будет пустой. Поэтому, опять же, это все, в общем, статические файлы, которые мне, допустим, мне CSS не нужны как-то компилировать, там, сжимать их и так далее, потому что они мне и так будут минифицированы как бы максимально почти. Вот, поэтому все это через дата-атрибут. JavaScript я прохожусь по всем этим нужным для меня как бы ресурсам, которые необходимо асинхронно подгрузить. И подгружаю, соответственно, их вот таким вот простым кодом. Это ссылка на документ, это ссылка на функцию, которая выбирает все элементы, это выбирает только один элемент. И, соответственно, у меня есть два ресурса, можно еще немножко сократить, вот так вот написав их. Два ресурса, которые мне необходимо асинхронно подгрузить. Это картинки и ссылки на файлы стилей. Соответственно, у меня есть функция, которая подгружает это. Она принимает в себя сам как бы node-лист элементов, и дальше просто я указываю, какой тип здесь поставить. Соответственно, я проверяю, есть ли вообще этот node-лист у меня, и прохожусь по нему через for each. Дальше я устанавливаю для него тип. Здесь как бы запись должна быть вот такая, допустим, есть source равно dataset source. Но так как у меня здесь стоит переменная, я ее взял в квадратной скобочке, я думаю, вы знаете, что это такое, и получается у меня все это работает для разных source'ов, то есть как бы source или href я ставлю. Итак, друзья, есть некий промежуточный этап.
я добавил некоторые стили и добавил некоторую верстку. То есть, как вы можете заметить, здесь появились надписи, формочка и контакты. Кроме того, я бы вам хотел показать сейчас, где я взял сам скрипт по скроллу, который работает. И я оставлю обязательно ссылочку это здесь, она есть здесь, в коде в исходном. Получается, вот на этом сайтике есть много информации полезной, в том числе есть информация по тому, как сделать какую-то анимацию на 3GS с помощью скролла. И, когда, допустим, я это еще не знал, для меня казалось это какая-то магия, что вот есть возможность такая крутить любой объект, в принципе, сцену, что хотите, на 3GS. Но, конечно, после того, как я это узнал, как это делается, то, естественно, эта магия начала, превращаться в код. Вот. И, получается, есть несколько вариантов, как мы можем вообще поступить. Изначально я думал так, допустим, у нас есть какое-то событие мыши, например, прокрутка, да, я создал некий такой слайдер, который работал по скроллу мыши. То есть, допустим, вот я скроллю немножко вниз, и этот слайдер переключается на второй экран сразу. И, соответственно, модель наша на фоне, которая сейчас расположена, она меняет свою позицию. Но так как потом мы с заказчиками немножко подумали и решили сделать по-другому, то, соответственно, пришлось что-то придумывать другое. Изначально мне казалось, что эта задача какая-то сложная. Опять же, повторюсь, есть несколько вариантов. Смотрите, получается, у нас есть здесь скролл, да? И сейчас на Амаху зайду. И получается, в зависимости от скролла HTML, у меня здесь двигается эта моделька. Но есть же, допустим, возможность сделать не только по скроллу HTML, но и по скроллу самого канваса. То есть, если бы, допустим, у нас был чисто canvas, то есть 3GS, да, сцена, и не было бы прокрутки здесь, то, соответственно, тоже есть возможность такая передать какие-то параметры в скрипт 3GS-овский, и здесь уже с ним что-то делать. Так, разберем, пожалуй, вот этот примерчик. Как видите, здесь создается простые стили, простая сцена. В принципе, почти как у меня. Наверное, так же, как у меня, да. И берется здесь уже, естественно, JavaScript какой-то код. Дальше идут некоторые функции, которые являются вспомогательными. И после чего, соответственно, это все работает, и вот на этом примере мы можем в этом убедиться. Но для того, чтобы начать, нам что необходимо? Нам необходимо с вами создать какой-то HTML-чик. Таким вот образом он выглядит у меня. Напомню, да, что здесь идет асинхронная подгрузка изображений любых. То есть, допустим, это вот как пример, логотипчик 3GS я привел. Дальше у нас идет HTML-чик какой-то разбросанный немножко в сторону. То есть, если я сейчас здесь классну, попробую поиграть с классами, то, как видите, здесь у меня есть класс PL, то есть Padding Left, что позволяет отодвинуть вот этот контейнер немножко вправо. То есть Padding Left я задал, как видите, он здесь большой достаточно, 10 window виза у меня, приблизительно вот такой, да. И, соответственно, для того, чтобы видеть шлем, он у нас будет с вами вращаться по событию скролла. Соответственно, каким-то образом у нас все это должно происходить. И следующий контейнер, получается, у меня сдвинут влево.
Следующий контейнер вправо немножко, ну как видите, да, то есть если вот эти два сравнить, они приблизительно на одной глубине находятся, ну, приблизительно, да, потому что здесь другая немножко ширина вот этого контейнера, соответственно, фидбэк подвинут, но это уже как бы элементы верстки. И как видите, здесь появилась такая штучка, как scroll progress. То есть, для чего вообще это нужно? Для того, чтобы, допустим, ну как у нас было, некоторые правки мы вносились, да, и вот, допустим, клиент говорит, вот мне на scroll progress 50, мне нравится там, как стоит, допустим, моя девочка, мы ее так называем. Вот, и, соответственно, эта информация, ну, как бы и вам, как разработчику, видна, когда мы будем уже с вами определять, с какого по какой процент прокрутки страницы у нас будет двигаться шлем туда-сюда, то нам тоже это пригодится. И смотрите, получается, здесь все будет завязано, ну, вся логика страницы, она будет завязана жестко на то, что уже есть. То есть у нас есть, допустим, вот 5 экранов. Если мы будем убирать или добавлять, или как-то изменять их, то, соответственно, будет меняться логика. Поэтому изначально необходимо продумать, какая будет логика у вас движения вашей 3D-модели, а затем уже создавать HTML, и на основе этого HTML уже как бы делать, ну, JavaScript код 3JS-овский. И, конечно же, ну, как бы сам 3JS-овский код уже будет зависеть, естественно, от того, сколько у вас будет здесь экранчиков. Соответственно, если у вас здесь будут добавляться экраны, то придется двигать весь код. Возможно, это можно сделать как-то более унифицированно, но нам как бы и так хватило. То есть, если там есть какие-то небольшие правки, то они быстро исправляются, в общем. Сейчас я, может быть, найду, как у меня здесь все организовано непосредственно в коде. Получается, смотрите, вот, допустим, у меня, ну, это как бы взято с этого сайтика. Сейчас напомню вам из этого сайтика, да, то есть есть вспомогательные функции, как вы помните, их достаточно, ну, как бы много, немного, несколько, в общем, по-моему, их. Action Script, ну, это Play Animation, я думаю, я не буду использовать анимацию пока. Вот Animate тут есть. Ну, в общем, вот эти функции мне не нужны будут. Некоторые, а некоторые будут нужны. В общем, дальше мы с вами это разберем, естественно. Получается, вот есть такая штука, ну, массивчик, в котором мы забиваем позиции. Вот есть стартовая позиция, да, есть конечная позиция. У меня здесь идут как бы константы такие. Сейчас я покажу. Вот моя константа, получается, screen const у меня и умножить на 4, то есть это получается 5-й экран. Что такое screen const? Сейчас я вам покажу. Screen const. Это, по-моему, сколько у меня всего экранов. Вроде бы. Нет, это высота, получается, контейнера у меня. Получается высота вот этого вот контейнера. Или нет, высота, ну, короче, можно сделать, в принципе, по высоте контейнера, но в данном случае по высоте окна. Именно, то есть, если я изменяю высоту окна, соответственно, у меня будут, ну, подвинуты и триггеры анимации здесь. Короче, логика в следующем. Если, ну, у нас должны быть вот контейнеры, да, то есть определенные контейнеры, в котором лежат определенные там ваши какие-то HTML. И в зависимости от количества этих контейнеров и в зависимости от высоты экрана будут идти, ну, то есть точно так же плавно, то есть если я вот чуть-чуть прокручиваю, да, соответственно, сцена немножко двигается. Изначально я думал так, что у меня, допустим, вот есть какой-то, да, контейнер первый экран, контейнер второй экран,
И я изначально сделал жесткую анимацию, то есть переходя с первого экрана на второй, у меня двигалось оно сразу вот так, и девочка, соответственно, тоже двигалась с одной позиции в другую, но потом, когда мы усложнили анимацию, ну, получается, она сложнее идет, да, то есть, ну, логика самой анимации сложнее. То есть, если я немножко двигаю, соответственно, немножко сцена двигается. Если я двигаю множко, как бы, то сцена тоже передвигается на ту позицию, в принципе, куда мы проскроллили в данный момент. Кстати, здесь есть, конечно же, много-много всяких нюансов, о которых я вам расскажу. То есть, смотрите, опять же, вот я двигаю, да, немножко. И, соответственно, девушка двигается немножко. А если я передвигаю очень сильно, то девушка тоже, соответственно, передвигается значительно, так скажем. Без, ну, как сказать, пропуская некоторые позиции свои. Чтобы она, в общем, не вертелась. Ну, допустим, если я с первого экрана сразу на последний скроллю, да, то, соответственно, она у меня как бы стоит в последнем положении. А если я на первую быстро скроллю, то, как видите, она быстро прокручивается в исходную позицию для этого экрана. Если бы, допустим, не было определенных манипуляций, то она бы вот с такой скоростью медленно и двигалась, если бы мы, допустим, снизу вверх резко прокручивали. А как видите, она прокручивается очень быстро. То есть, соответственно, есть некоторые нюансы вообще по работе с этой штукой, о которых, естественно, я вам расскажу. Так, ну что же, еще необходимо, наверное, пояснить саму функцию. Ну, вообще, что тут происходит, да? Мы с вами с предыдущего урока научились подгружать Draco Loader, GLTF Loader, ну, короче, эти модели. Единственное, что мы с вами изменили, не забывайте вот этот путь. Дальше, после того, как загружается уже моделька, идет некоторая логика уже следующая. То есть вот это вот уже у меня как бы второй урок. Второй урок. И здесь соответственно, есть новый код, который нуждается в пояснении. Ну, я думаю, вот эти вот ну, как бы переменные, они не нуждаются в пояснении, потому что здесь есть некоторая функция, которую мы пока не используем, потому что еще нет логики самой анимации. Значит, смотрите, получается, у меня есть некоторая ну, как бы переменная для того, чтобы, если я двигаюсь очень быстро, вот о чем я вам сейчас рассказал, то есть если я с первого, допустим, на четвертый экран сразу двинулся, то у меня, ну, как бы вот это вот типа, как бы назовем, ускорение. Ускорение, если я медленно двигаюсь, оно 0,1, а если я быстро двигаюсь, единица является. И вот, получается, здесь каким-то образом чудесным все это работает в плане того, что ускорение влияет на нашу всю анимацию. Соответственно, если он 0,1, то девочка двигается медленно. Если единица является, то она двигается быстрее. И здесь, естественно, есть логика по тому, как вообще все это работает. Но пока, естественно, мы не используем эту функцию. И, в общем, так, scroll %. Смотрите, получается, если scroll % меньше 0, а такое может быть на маках, то есть там получается, вот допустим, представьте, что вот это вот верх экрана. На маках можно продвинуть еще вот так выше. То есть получается там может быть отрицательный скролл как вверх, так и вниз, поэтому здесь идет проверка. Если меньше 0 скролл, то есть меньше отрицательный получается, то scroll % я ставлю 0, потому что тогда может поломаться код. Дальше, соответственно, если он больше 99, то есть 100 и выше, то эту переменную я ставлю как 99, чтобы код, опять же, прогресс анимации девочки, он оставался, допустим, если в конец мы пролистнули, на самой последней позиции, как бы. Ну, типа, вот, допустим, на этой. Дальше, про это я уже объяснил, здесь идет абсолютный масс, чтобы он был не отрицательный, я так понимаю,
для того, чтобы мы выясняли, насколько именно продвинулся сейчас скролл. То есть вот эта вот переменная нужна для того, чтобы понимать разницу. То есть смотрите, вот если я, допустим, мышкой чуть-чуть аккуратненько кручу, вот так раз, то, соответственно, здесь разница, она, ну, короче, небольшая. И поэтому how to, вот эта вот штучка у меня, она, наверное, 0.04. Если вот я, допустим, сейчас Home клавишу нажму, я поднимусь вверх быстро, то, соответственно, мне нужно как-то ускорить анимацию. Потому что если я, допустим, внизу нахожусь, да, и нажимаю резко вверх, кручу резко вверх, потому что на винде это можно сделать гораздо быстрее, то, соответственно, девочка будет вот так вот медленно повторять все свои движения. Мне это не нужно, мне это нужно ускорить, поэтому существует у меня вот такая вот переменная, которая как бы ускоряет или уменьшает как бы степень анимации, ну, прогресс анимации. Соответственно, здесь я вычисляю, если, допустим, изначально how-to получается 0.4, то есть если я медленно кручу. Если я чуть-чуть быстро кручу, то у меня 0.1. Если я очень быстро кручу, то и она является единицей. И здесь получается, видите, есть проверочка для чего-то, я точно уже не помню для чего, что если больше 75%, то является все равно единицей. По-моему, там был какой-то у нас баг с тем, что она, если находится внизу, допустим, в самом, то нельзя потом вернуться вверх, по-моему, да, было. Ну, то, короче, тут достаточно много было выявлено багов и разрешено их в этом коде. Ну и, соответственно, здесь уже идет такая логика, которая нам позволяет все это организовывать. Если у нас старый скролл больше 0, то мы его читаем, то есть получается это идет вверх поднятие. Если старый скролл меньше нового, то, соответственно, мы опускаемся вниз. Вот. Но если он равен, что-то тут я parse integer убрал, потому что здесь у меня необходимо parse float, наверное, поставить. Вот. Хотя он здесь и так идет. То есть он тут не нужен, по сути, ну и скобочки, соответственно, не нужны, немножко рефакторинга. Так, old scroll %. У меня он и так парсится как флотный, поэтому, наверное, здесь тоже не надо. А здесь я чисто интеджерами проверяю, если, ну, то есть, если оставить здесь parse float, то не всегда будут совпадать старый скролл и новый. Даже если там будет 99, запятая, там, и 7, например, а тут будет 99,6 всегда. То есть это никогда не будет равно, соответственно, этот код никогда не выполнится. Мне надо, чтобы он выполнился, поэтому здесь я парсю именно интеджеры. И устанавливаю all2, вот эту функцию, вернее, переменную в значение scroll %, то есть текущий скролл. И, соответственно, возвращаю я здесь old scroll минус start. Ну, в общем, вот эта функция, она нам пригодится в дальнейшем, и, соответственно, я поясню ее в дальнейшем. Здесь ссылка на документ, создаю некоторые стили для, ну, just for test, как бы у меня эта штука, я думаю, вы уже в курсе насчет нее. Есть, чтобы просто создать стиль для вот этой надписи, которая у нас идет здесь, чтобы, допустим, когда я это закомментирую, ну, как сказать, just for test этот я закомментирую для production кода, соответственно, здесь я тоже закомментирую, потому что здесь тоже just for test, и тогда можно будет это все выгрузить в production, потому что, естественно, нам вот эта надпись в production не нужна. Ну, когда именно сайт будет опубликован для пользователей. И здесь документ body on scroll, ну, как бы это
я так понимаю, наверное, немножко устаревшая функция, но тем не менее она работает, во-первых, на всех телефонах, даже, наверное, более-менее старых, и на ПК. То есть она реагирует как на скролл мыши, так и на жесты пальцев, поэтому здесь не нужно придумать там велосипед и навешивать разные события в зависимости там, от типа устройства, а просто пишем scroll, и она работает везде. И, соответственно, она выясняет у нас, какой у нас текущий scroll %, этой переменной присваивает значение, а у нас она объявлена здесь выше, поэтому она везде видна. Соответственно, в продакшене надо будет вот это просто закомментировать, а это оставить. Ну а так, в принципе, дальнейший код я сейчас подтяну и буду его еще объяснять. Друзья, такой промежуточный итог моих трудов. В общем, смотрите, получается, для того, чтобы мы с вами могли, наши пользователи, могли спокойно перемещаться по страницам, вернее, не по странице, по странице, по сути, но по разделам нашим, естественно, нужен какой-то кодик. И вот он, собственно, значит, к каждому пункту меню я добавляю DataWare, и этот DataWare соответствует классу секшена, которому он, собственно, соответствует. Main — это, допустим, main главное, да, потом about — это about раздел, main — это вот эта вот страничка, потом about — это вот эта страничка, вернее, часть странички, экран. И здесь, чтобы было понятно потом, допустим, через время, чтобы мы когда открыли, что это to, это навигационный элемент. Соответственно, клацая по main, мы попадаем в main, about и так далее. По HTML-чику все. Теперь в JS я добавил вот эти вот две константы, потому что, мало ли, отсюда они удалятся. Они-то тут есть, но они в самовызывающиеся функции, поэтому они недоступны из этого кода уже подключаемого ниже, Поэтому нужно продублировать код на всякий случай, либо же просто, если вы будете уверены, что у вас этот код будет всегда на странице, то можно удалить эту самовызывающуюся функцию и не использовать тогда здесь вот эти вот три константы. На вот этот контейнер навешиваются события, обработчики, и, соответственно, передвигают нас к тому классу, название которого мы с вами разместили в дата-атрибуте where, чтобы было понятнее. Дата-атрибут where мы разместили с вами в менюшечке в нашей. Если мы клацаем, допустим, на ссылку с атрибутом data-where main, то, соответственно, мы попадаем к той части, которая у нас имеет класс to, и вот это main. Получается, у нас здесь main, и сюда тоже приходит вот так main. Я думаю, вы понимаете. Соответственно, страница скроллится к этому месту. Так. И, собственно, результат, как я уже показывал. Теперь получается, что у нас есть, кроме того, что пользователь может крутить скроллом, либо же клавиатурой, еще есть навигация по этим пунктам меню, которая нас двигает в нужном для нас направлении. По уже устоявшейся традиции я буду использовать в нашем с вами проекте Anime.js или Anim.js, я не знаю, как оно правильно называется. Его можно использовать, вернее, установить с помощью Yarn либо NPM, в зависимости от того, что вы используете. Если NPM, то и NPM, и Anime.js пишем. Если Yarn, то пишем так. В общем, Anime.js устанавливается через NPM так. Либо же Yarn. Ждем, пока оно установится.
Ну, можно загуглить, в принципе. Ну, типа такого, наверное, должно быть. Оно вообще тут есть? Вроде да. Так, что там оно установилось? Да, вроде бы. Смотрим, что там с нашим проектиком. С ним даже все нормально. В общем, зачем устанавливать Anime.js? Ведь я вам говорил, что, ну, как бы я не говорил, но подразумевал то, что мы не будем его использовать, потому что мы используем Scroll Progress, и у нас получается, ну, вот эта вот девочка, да, она анимируется без Anime.js, вот в данной ситуации. Но когда только загружается страница, используется анимешечка, JS-очка, для того, чтобы заанимировать ее появление и некоторые другие моменты. Как видите, она так приезжает, то есть это именно она приезжает. И, по-моему, вот эта вот анимация тоже она зациклена здесь с помощью Anime.js. И, как видите, если я вправо или влево увожу курсор мыши, то девочка двигается немного за ним. Вот, поэтому, соответственно, данный функционал мы тоже с вами повторим. И поэтому нам здесь необходима анимешечка. Но хотел бы еще заметить то, что основной код, весь рабочий, я располагаю именно в вот этой вот уже как бы обратной функции. Вот, в callback так называемом. Почему? Потому что как бы анимировать я буду модель некоторую, да, и она должна анимироваться только после того, как она полностью загрузится. Соответственно, эта функция будет вызываться только после того, как она полностью загрузится. И остальная вся логика анимации, конкретно, допустим, шлема, да, она именно зависит от загрузки его. То есть он загрузился, и дальше уже начали работать все обработчики событий, типа там прокрутки и листания его в сторону. Я добавил вот такую вот функцию, когда наш шлем с вами, он немножко поворачивается из стороны в сторону, но почему-то он дико тупит. Как видите, он прыгает, и это не из-за того, что даже записывается видео. В общем, с этим надо будет что-то делать, придумывать. Значит, смотрите, важный момент. Здесь в рендере я добавил anti-alias true. Здесь можно убрать canvas. Дальше здесь можно сделать просто set. И убрать все это. Так, я сейчас посмотрю, какие настройки камеры у меня вообще. 30, может быть, это из-за этого. 0,1, 100. Что ты нам скажешь? Все равно, конечно, он дико дергается. Возможно, у меня придет какая-то идея, как от этого избавиться, либо же как-то ее отдалить, что ли, камеру попробовать. 2, допустим, 5 сделать.
То есть видите, как бы на этой модели все нормально. Когда она двигается, может быть дело в количестве полигонов, хотя здесь их достаточное количество, по идее. Но почему он так тупит? В общем, немножко я понял, в чем причина, возможно, хотя как бы такое устранение небольшое бага есть, но на самом деле он все равно остается. По крайней мере, он сейчас не так заметен. В общем, я ввел в поисковике Anime.js easing, перешел на CodePen, CodePain, код боль, в общем, выбрал вот этот вот easing in-out quint, положил его в переменную свою, вернее, как бы в константу, которая easing у меня. И теперь получается у меня easing здесь, ну, вот этот вот. Соответственно, немножко себя ведет по-другому анимация. То есть она была плавная, теперь она, ну, в принципе, мне кажется, даже больше интересно так. Как робот двигается немножко. Тынь-тынь так за мышкой следит. Вот это она, конечно, глючит по-русскому. Странно, но почему так? Попробую загрузить ту девочку, что ли. Чисто для теста. Очень странно. Очень странно, конечно, но... вот тоже был такой глючок. Вот насколько я сейчас тестил, она как бы нормальная была. Без рывков. Если я поменяю easing где-то... И какой он был, блин. Easy. Линейный был. Непонятно почему, но она тоже дергается. Итак, очередной промежуточный результат вы можете видеть у меня на экране. Значит, здесь производительность вообще вычислений. Ну, короче, нагрузка на процессор возрастает в зависимости от того, насколько качественные выставлены тени и насколько качественная сама модель. То есть здесь модель очень качественная, то есть здесь достаточно много точек, поэтому чем качественнее я выставляю тень, то тем, конечно, больше она тупит. В общем, в коде появились, ну я здесь делаю пометочки, что это второй урок, появились такие вот штучки, как типа отбрасывание теней для света. Я это рассказывал в отдельном своем видео. Можете посмотреть, где-то там есть, как сделать так, чтобы в 3GS отбрасывались тени. Вот здесь я сделал пометочку второй урок. Получается, в рендере мы должны включить тени и выбрать для них как бы тип этот. Теперь для самой модели Receive Shadow, то есть это принимать тени для самой модели. Сейчас, в общем, модель найду. Значит, получается здесь, если сделать console log children 0, вот этого вот, как бы основной сцены модели, вот этой модели, то выяснится, что у нее есть 5 элементов. Сам шлем, вот это вот стекло, одно ухо и второе ухо.
Ну, еще что-то там, я не знаю, то есть, может быть, задняя часть вот эта. Вот, поэтому, ну, это получается массив, по нему нужно пройтись и включить тени везде. Ну, также здесь можно сделать, конечно же, прием теней. То есть есть понятие отбрасывания тени, а есть понятие прием тени. Допустим, если положить яблоко на стол, то оно будет отбрасывать тень. А если сверху, допустим, провести рукой над этим яблоком, то оно примет тень от руки. Соответственно, вот это вот два параметра, которые за это отвечают здесь. Вот, в цикле мы пробегаемся по 5 этим элементам, которые находятся в этом массивчике. И как бы говорим ему: отбрасывай тени, пожалуйста. Соответственно, чем меньше точек будет у вас, тем легче будет просчет и меньше нагрузка. Как видите, здесь тень, она не очень качественная. Ну, точнее сказать, она вообще ужасная. Почему? Потому что здесь выставлена такая, собственно, настроечка. Вот, 512. В рабочем проекте я брал 2048, еще умножил на 2. Ну, то есть было вот так. Соответственно, там можно умножить просто это на 2 и не писать умножение на 2 здесь. Вот. Но, соответственно, чем меньше здесь показатель этот, то тем некачественнее тени. Так, ну, по теням я рассказал. Теперь по полу. Ну, в общем, пол — это как бы обычный объект, plane, который принимает тени. Соответственно, вот он здесь в пояснениях у меня есть. Флур — это пол, как бы. Создается обычный mesh с plane geometry. Ну, как бы plane geometry, она расширяет возможности просто geometry, буфер geometry. В общем, это получается в новых версиях 3 не обязательно писать plane buffer geometry, потому что все геометрии являются буферными по умолчанию. Здесь я переворачиваю этот пол и говорю ему, чтобы он принимал тени. То есть как раз, как я вам приводил пример с яблоками и рукой, то в данном случае шлем является рукой, а пол — это яблоком. Соответственно, шлем, ну, как бы на него упал свет, он отбросил тень, а пол принял эту тень. Вот такая несложная логика. Так, ну здесь подключен обычный Orbit Control, который есть изначально в этой штуке, поэтому здесь все это вращается. Я думаю, вы знаете насчет этого. Ну а так, в принципе, уже... кстати, да, получается, стили. Для того, чтобы отлаживать все это, я сделал небольшие изменения в стилях, потому что, получается, канвас находится сзади, и невозможно, допустим, приближать, удалять, крутить его как-то, потому что, допустим, шлем я повернул, сейчас, за шлем, значит, вот, добавил вот такие вот к нему позиционирования, то есть, во-первых, я его немножко повернул, а во-вторых, я его немножко опустил вниз. То есть, если этого не сделать, то, соответственно, он будет выше и как бы не лежать на полу, а немножко висеть в воздухе одной стороной. Видите, вот так. Вот, естественно, нам это не надо, нам надо, чтобы он именно немножко лежал, поэтому здесь вот эти параметры, они подбираются вручную. Ну и насчет стилей, получается, когда у нас режим отладки, и как бы вот этот файл стилей все равно не будет использоваться. Здесь я устанавливаю z-index1, как бы, ну и все, в принципе. Потому что именно он у нас ответственный за то, ну, на каком уровне расположен канвас в HTML. Как видите, теперь я могу прокручивать страницу. На этом я, наверное, завершаю данный урок, потому что на самом деле он уже, наверное, получился большим. И
продолжим в следующих уроках. И еще небольшое пояснение. Как видите, я уже говорил, есть возможность, допустим, сделать именно проверку на самом канвасе, навесить события мыши. А так как мы навесили на всем документе, видите, получается, он убирается на задний план канвас, то есть он находится под текстом. Тем не менее, обработка событий, то есть шлем поворачивается, когда я вожу мышкой. В следующей части я уже буду делать, то есть в зависимости от прокрутки, и, наверное, материал применю. А затем будет, наверное, что-то подобное вот этому лучу сделаю. Ну и... да, еще, наверное, вот эту бегущую строку либо покажу в этом непосредственно, в этой сцене, как, допустим, ее добавить, либо же я сделаю отдельное видео по ней. Так, ну что ж, в следующих видео увидимся. Счастливо.